Приветствую вас, дорогие мои рукодельницы! В данном видео я покажу, как я делаю расчеты для детского удлиненного жакета кардигана. Этот принцип а также вы можете использовать для расчета любых других изделий. Досмотрев данное видео полностью, напишите, пожалуйста, в комментариях, нужны ли такие расчеты мне выполнять под камерой для вязания следующих моделей. Все ли понятно я рассказала и показала? Если что-то будет непонятно, напишите, пожалуйста, также в комментариях. И, конечно, скажите, как часто и для каких изделий вы выполняете и не выполняете расчеты петель. Я же расчеты петель делаю практически для всех изделий. Итак, что нам нужно для вязания любого изделия? Первое – это выкройка нужного размера. Второе – это провязанный образец. И третье – это верные расчеты. Расчеты, конечно, занимают достаточно много времени, но если сделать все верно, процесс вязания изделия будет легким и само изделие будет по размеру. Первое – это выкройка нужного размера. Я беру их либо в описаниях к понравившейся модели, либо составляю самостоятельно. При этом выкройку можно составлять схематично с указанием размеров в сантиметрах, а можно выполнять выкройку в натуральную величину, ну скажем, на газете, и затем вязать и изделие прикладывать. Второе – это образец. Образец всегда провязываем той пряжей, теми спицами, которыми собираемся выполнять все изделие. Обязательно образец должен быть больше 10 сантиметров в ширину и больше 10 сантиметров в высоту. Это делается для того, чтобы максимально точно выполнить расчеты петель. Как правило, все образцы, которые я провязываю, я их либо мочу, либо стираю, чтобы посмотреть, как будет вести себя пряжа после стирки. Ну и третье – это верные расчеты. Опять же, опираясь на описание к понравившейся модели, я выполняю расчеты. Итак, как я это делаю? Первая деталь – это спинка. Максимальные размеры переписываю и составляю схематично деталь спинки. Первое, с чего я начинаю, это максимальная ширина. Для данного кардигана максимальная ширина 36 сантиметров. Сколько же в 36 сантиметров будет у меня петель? Что я для этого делаю? Спинка у нас будет состоять из трех таких элементов, и по бокам будет сколько-то петель выполняться резинкой. Вот эта вот резинка 2 на 2. Итак, что я делаю? Беру образец по ширине и смотрю 2 петли и 14 петель узора. У меня это 8 сантиметров. Если выполнять 3 раза вот этот узор, я здесь обязательно расписываю 2 лицевые петли, 14 петель по схеме узора, и это получается всего здесь 3 раза узор повторяется, 50 петель, и соответственно 3 раза на 8 24, и плюс 2 лицевые петли это 1,5 сантиметра. То есть 50 петель получается 25,5 сантиметров. Далее 36 сантиметров минус этот узор по сантиметрам. Получается, остается 10,5 сантиметров на резинку с двух сторон. И беру также линейку, прикладываю на резинку. При этом резинку я чуть-чуть растягиваю и считаю, сколько будет петель на 10,5 сантиметров. И считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть для 10,5 сантиметров резинки это будет 20 петель. 10 раз по 2 петли. И получается 50 петель центральных плюс по 10 с двух сторон.
Это получается общее количество 70 петель. При этом, что хочется отметить, мы здесь будем провязывать резинкой эти 10 петель. Соответственно, 2, 2, 2, 2, 1 петля и кромочная. Всего 10 петель с двух сторон. Здесь и зеркально отображается в эту же сторону. Дальше. Для резинки я беру на 2 петли меньше. Почему? Потому что это 66 плюс 2 кромочные. 66 делим на 2, резинка 2, 2. Получается 33 раза повторяется по 2 петли. Эта цифра нечетная. И ряд будет начинаться и заканчиваться 2 лицевыми. Поэтому я беру для резинки 68 петель. При этом для резинки я также беру спицы меньшего размера, чем провязывала сам узор. Далее я просчитываю высоту. Это в сантиметрах и сколько это будет в рядах. Первое, что я делаю, беру линейку, по образцу прикладываю и считаю, сколько рядов будет на 10 сантиметров. У меня по образцу получается 21,5 ряд. То есть 22 петля, она как бы посерединке идет. Поэтому я считаю на 10 сантиметров в высоту 21,5 ряд. Что дальше? Нам нужно узнать, сколько в 24 сантиметров будет рядов. Пишу 24 сантиметра, это х рядов. Эту цифру умножаю на эту и делю на 10. Получается столько, округляю до четного количества рядов. Здесь получается 52 ряда на 24 сантиметра. Следующий размер 12 сантиметров от начала выреза проймы до закрытия петель для горловины. 12 сантиметров. Также пишу, сколько 12 сантиметров, х рядов. 12 умножаю на плотность и делю на 10. Получается столько, округляю до четного 26. И также от начала закрытия петель для выреза проймы до закрытия петель плечевых. 13,5 сантиметров. Умножаю на плотность, делю на 10. Получается столько, округляю до большего четного числа. Беру 30 рядов. Затем смотрю, для горловины по описанию всего закрывается 18 петель. Пока я это оставляю. Дальше иду. Закрытие петель для проймы с двух сторон. По описанию идет всего 3 петли, а для полочек по 4 петли. И смотрите, также беру образец, по образцу прикладываю и смотрю 2 сантиметра, беру 4 петли и оставляю 4 петли с двух сторон. Здесь и здесь закроется. Следующий момент. Всего изначально у меня 70 петель. Здесь я закрою по 4, останется 62. И теперь смотрю. Беру, если закрыть для горловины 18 петель, сколько же останется? Считаю. 62 минус 18, получается 44. Делю на 2 плеча под 22 петли. И смотрю. 22 петли, если брать, то должно получиться 11 сантиметров. И я прикладываю, линейкой измеряю, смотрю, будет ли 22 петли на 11 сантиметров. У меня будет, поэтому эту цифру я оставляю так. И, соответственно, для закрытия горловины 18 петель также оставляю. Следующие детали — это полочки. Также рисую и схематично вот в сантиметрах изображаю, и теперь начинаю считать. Здесь ширина 18 сантиметров. По образцу я измеряю. Вот получается 8,
16 и здесь 1,5 сантиметра. И при этом также по описанию будет добавляться одна изнаночная петля. То есть на 18 сантиметров я беру, вот как по описанию идет, 37 петель. Дальше для проймы будет закрываться с одной стороны 4 петли. Так же как на спиночке, это получается 2 сантиметра. И здесь прописываю 37 петель минус 4, останется 33 петли. Следующее, по описанию на горловину идет убавление петель 12 раз. Но если брать 12 раз, закрыть петли, тогда останется 21 петля. А на спинке у нас 22 петли. Поэтому для закрытия петель выреза горловины убавления я беру 11 петель, чтобы на плечо осталось 22 петли. По высоте здесь я расчеты не делаю, поскольку на спиночке мы сделали расчеты по этим сантиметров, сколько рядов. И третья деталь — это рукава. Также изображаю схематично рукав, выписываю сантиметры, сколько, и начинаю высчитывать. Здесь ширина должна быть 18 сантиметров. Что здесь, сколько петель? Кромочная, какое-то количество изнаночных петель и центральный узор, состоящий из 18 петель. 14 петель центральные, 2 лицевые. Беру образец изнаночной глади, измеряю, сколько петель идет на 10 сантиметров. Получается 14 петель будет 10 сантиметров. Дальше что я делаю? Здесь ширина 18 сантиметров минус центральный узор. А центральный узор у нас 8 плюс 1,5, 9,5. То есть остается 8,5 сантиметров. Что я делаю? Я пишу х петель равно 8,5 сантиметров. То, что мы получили. Крест-накрест и делю на 10. Эти цифры умножаю, делю на 10. Получается 12. Следующий размер — это максимальная ширина. Должна быть 24 сантиметра. 24 сантиметра минус центральный узор 9,5. Получается 14,5 сантиметров. И также пишу х петель равно 14,5 сантиметров. 14,5 сантиметров умножаю на 14 петель и делю на 10 сантиметров. Получается всего 20 петель. При этом эти 20 петель и здесь, и здесь. Поэтому делю на 2. И получается у нас на максимальной ширине будет кромочная, 10 петель изнаночной глади, 18 петель узора и 10 петель изнаночной глади плюс кромочные с двух сторон. Дальше смотрите, что получается. Здесь было 6 петель, здесь будет 10 петель. 10 петель минус 6 петель получится 4 петли. Это означает, что 4 раза нам нужно сделать прибавки с двух сторон, чтобы получилось здесь по 10 изнаночных петель. И что нам после этого нужно определить? В каком ряду делать прибавки с двух сторон? Для этого высота от этого места до этого 15,5 сантиметров. Это х рядов. 10 сантиметров по образцу мы высчитывали 21,5 сантиметр. Эти цифры умножаем друг на друга, делим на 10. Получается 32 ряда я буду брать. 32 ряда, вот на этом расстоянии, я делю на 4. 4 раза у нас будут прибавки с двух сторон. Получается 8. Получается в каждом 8 ряду делать прибавки с двух сторон. И затем у нас осталось окат рукава.
7,5 сантиметров. 7,5 сантиметров это х рядов, плотность. Также крест-накрест умножаем, делим на 10. И получается 16 рядов. И после чего я также 16 рядов расписываю, смотрю по описанию, сколько петель в каком ряду я буду закрывать. И у меня получается практически одинаково, как и по описанию. Именно так я делаю расчеты практически ко всем изделиям, которые я выполняю. Время, затраченное на расчеты петель, конечно, того стоит. Изделие всегда получается нужного размера. Фотографии моих расчетов вы сможете посмотреть на моем сайте hobbyrukodelие.ru в описаниях к модели, которую мы сейчас, собственно, и выполнили расчет. Конечно, если у вас возникнут какие-либо вопросы по процессу расчета, пишите здесь в комментариях на YouTube. Конечно же, ставьте класс к этому видео, приступайте со мной к процессу вязания этого кардигана, вяжите с удовольствием и, конечно же, до новых встреч!